Тихим утром на берегу реки мирная рыбалка Джо была нарушена, когда огромный крокодил вынырнул на поверхность, не сводя глаз с его маленькой лодки. Джо замер с колотящимся сердцем, ожидая нападения. Но существо не сопротивлялось и не огрызалось. Оно зависло в зловещей неподвижности, его взгляд был почти умоляющим. Джо почувствовал странную смесь любопытства и беспокойства. Вопреки здравому смыслу, он наклонился ближе, вглядываясь в глаза рептилии. То, что он увидел, заставило его побледнеть. Не от голода, а от нетерпения. Он хотел позвонить эксперту по дикой природе, но рука его уже лежала на телефоне. Но что-то в спокойной, нарочитой неподвижности крокодила остановило его. Он не был агрессивным. Он казался отчаявшимся. «Что с тобой не так?» Джо что-то пробормотал себе под нос, наблюдая, как существо плывет с почти человеческим терпением. Его мысли метались. Повернуть назад или последовать за ним? Любопытство победило. Он завёл мотор лодки, голос его звучал ровно, несмотря на нервозность. «Ладно, давай посмотрим, куда ты меня ведёшь». Крокодил заскользил вверх по течению, целеустремленно рассекая воду своим мощным хвостом. Джо осторожно следовал за ним, держась за борт лодки, когда река сузилась. Каждые несколько минут существо останавливалось, поворачивая голову, чтобы встретиться с ним взглядом, безмолвный приказ продолжать движение. «Я иду», — сказал Джо наполовину самому себе, испытывая странное чувство долга. Впереди показался густой лес. Незнакомые деревья теснились по берегам. Его инстинкты обострились. Это был необычный маршрут. Когда они преодолевали крутые повороты, его внимание привлекли слабые признаки беспокойства. Сломанная ветка, примятый клочок травы. Воздух стал тяжелым, насыщенным обещанием чего-то скрытого. Крокодил привел его к уединенному берегу реки, подплыл к берегу и стал ждать, слегка подергивая хвостом. Джо заглушил двигатель и вышел из машины, чувствуя, как учащается пульс. Земля была мягкой, испещренной следами ног и разбросанным мусором, разорванными банками, сломанным шестом от палатки, старой кроссовкой. «Что здесь произошло?» — прошептал он, осматривая место происшествия. Крокодил не сводил с него настороженного взгляда. Джо продвигался глубже в кусты, делая осторожный шаг. Оторванный рукав куртки свисал с куста. Неподалеку на ветру развивались разбросанные бумаги. Он поднял смятую фотографию, слишком поврежденную, чтобы ее можно было разобрать, и замер при виде бесцветных пятен на земле. Кровь. У него перехватило дыхание. Повсюду были следы борьбы. Сломанные ветки, взрыхленная земля. «Кто это здесь?» — подумал он, оглядываясь на крокодила. Теперь его хвост беспокойно задергался быстрее. Шорох в кустах отвлек его от размышлений. Джо схватил свою рыболовную сеть, сжимая ее как самодельное оружие, и двинулся на звук. Крокодил пошевелился. Его взгляд метнулся в сторону шума. «Что-то не так», — прошептал Джо, успокаивая нервы. Он пошел по следу из примятой травы и слабых капель крови вглубь леса. Крокодил шагал рядом с ним. В жуткой тишине каждая хрустнувшая веточка под ногами казалась оглушительной. Тропа привела к небольшому заброшенному лагерю. Палатки рухнули, поврежденный фонарь покачивался на ветке.
У Джо скрутило живот. «Похоже, кто-то в панике сбежал», — сказал он, осторожно обходя обломки. Крокодил подтолкнул его к наполовину засыпанному рюкзаку. Внутри он обнаружил запасы еды, потрёпанную карту с обозначенными дорогами и дневник. Он раскрыл его, просматривая подробные записи о местной фауне, в частности, о крокодилах. Почерк принадлежал ученой, доктору Эмили Харрис, которая изучала поведение крокодилов. Глаза Джо расширились, когда он добрался до последней записи, нацарапанной в спешке. Обнаружил кое-что тревожное — браконьеров, использующих крокодилов. «Они знают, что я близко». Слова замерли, пронизанные страхом. «Что ты нашел? Пробормотал Джо, собирая все воедино. В лагере царил хаос. Кровь. Это не был несчастный случай. Доктор Харрис попал в беду. Он посмотрел на крокодила, который теперь был пугающе спокоен. По его телу пробежал холодок. «Вы показываете мне путь, не так ли?» Существо снова двинулось, и Джо последовал за ним, крепче сжимая сеть. Местность становилась все более неровной. Тени сгущались по мере того, как лес сгущался. Его грызли сомнения. Следовало бы вернуться наверх. Но отчаянный тон дневника укрепил его решимость. «Я не поверну назад», — яростно сказал он, пробираясь по заросшим тропинкам. Впереди среди деревьев виднелось грубое укрытие. Пульс Джо участился. Должно быть, это оно. Он подкрался ближе, услышав слабые приглушенные звуки. Тихие всхлипы. Крокодил остановился в нескольких футах от него, внимательно наблюдая. Джо заглянул внутрь и замер. На грубом полу лежала женщина, связанная и избитая. Увидев фотографию, он сразу узнал ее. Доктор Эмили Харрис. «Боже мой!» — прошептал он, бросаясь развязывать ее. Его руки дрожали, когда он развязывал узлы. Ее ободранные запястья свидетельствовали о борьбе. «Держись. Я держу тебя». Она пошевелилась, распахнула глаза, ошеломленная, но острая. «Кто? Кто ты?» — прохрипела она. Джо ободряюще улыбнулся. «Я Джо. Нашла твой дневник. Твой крокодил привел меня сюда». Ее лицо смягчилось, когда она узнала его. «Благодарю». Она прошептала голосом лошади. «Я доктор. Браконьеры Харриса. Они поймали меня». Джо кивнул, осматривая укрытие. «Нам нужно отвести опасность подальше». Он помог ей подняться, заметив странные следы от уколов на ее руках. Не синяки, а что-то более странное. «Что с тобой случилось?» — спросил он. Но она покачала головой. Слишком слабая, чтобы объяснить, и громкий треск неподалеку заставил их обоих вздрогнуть. «Прячься!» — прошипел Джо, направляя ее за густую листву. Крокодил напрягся, оглядывая лес. Джо схватился за крепкую ветку, за которую ухватился, готовясь к схватке. Из зарослей выскочили двое дюжих мужчин с дикими глазами. Куда она делась? Один из них залаял, осматривая местность. Джо затаил дыхание, наблюдая за их резкими, отработанными движениями. От них исходила угроза, которая соответствовала предупреждению журнала. «Нельзя допустить, чтобы она нас выдала», — зарычал другой. Джо крепче сжал ее. Эти браконьеры были безжалостны и отчаянны. Мужчины спорили, не обращая внимания на присутствие Джо. Сначала нашли ее, потом забрали товар. Один из них сломался. Товар? Мысли Джо метались. В журнале появилась последняя запись. Они использовали крокодилов для контрабанды чего-то.
редкие виды, а может и похуже. Ставки взлетели до небес. Он подождал, пока они отойдут, а затем прошептал доктору Харрису: «Мы уходим». Теперь она опиралась на него, сжимая трость, которую он смастерил из ветки. Крокодил держался рядом, направляя их к реке. «Они организованы», — пробормотал доктор Харрис, восстанавливая силы. «Отлавливают животных, перевозят их контрабандой в ящиках». Я подошел слишком близко. Джо стиснул зубы. «Мы их остановим». Они добрались до скрытой тропинки к реке, крокодил шагал рядом, как молчаливый страж. Джо заметил впереди старый сторожевой пост, обветшалый, но крепкий. «Возможно, мы найдем здесь помощь», — сказал он, и в его голосе затеплилась надежда. Внутри они нашли пыльный радиоприемник. Доктор Харрис настаивал, чтобы они послали сигнал. Джо тщательно протер его, повозившись с кнопками. Требуется немедленная помощь. «Незаконное браконьерство. Опасность», — повторил он сквозь помехи. В ответ раздался слабый голос. «Помощь уже в пути». На них нахлынуло облегчение, но Джо знал, что браконьеры тоже услышат приближающиеся вертолеты. «Не высовывайтесь», — сказал он, спрятав их за деревом. Крокодил присел неподалеку, насторожившись. Воздух наполнился ревом вертолета, и власти тщательно прочесали местность. «Сюда!» — крикнул Джо, махая рукой. Доктор Харрис передала свой журнал, голос ее звучал ровно, несмотря на усталость. Здесь подробно описана их операция. Полицейские задержали убегавших браконьеров в течение нескольких минут, защелкнув наручники. Один из них хлопнул Джо по плечу. «Отличная работа». Джо кивнул, и на его лице появилась слабая улыбка. Доктор Харрис решительно встретил его взгляд. «Мы разберемся с этим». Когда хаос улегся, Джо увидел, как крокодил скользнул в реку, ненадолго задержавшись, словно для того, чтобы кивнуть на прощание, прежде чем исчезнуть. Несколько дней спустя пришло письмо от доктора Харрис. «Вы спасли мне жизнь», — написала она с искренней благодарностью. И это было как гром среди ясного неба. Крокодил не был диким. Он был обучен, что стало частью ее исследования их интеллекта. Используя пищевые поощрения и доверие, она научила его обращаться за помощью к людям в чрезвычайных ситуациях. Джо ошеломленно откинулся на спинку стула. Этот целеустремленный взгляд, эти преднамеренные толчки — это не было случайностью. Связь существа с ней спасла их обоих. Это открытие изменило мир Джо. Он повсюду рассказывал эту историю, смешивая благоговение с призывом защищать дикую природу. Новости доктора Харриса способствовали его пропаганде. Новые открытия, более глубокое понимание познавательной деятельности крокодилов. Их приключение установило неразрывную связь. Это свидетельство мужества, доверия и понимания скрытых глубин природного мира.